Приветствую всех, друзья! Захотелось мне запустить новую рубрику, которую я решил назвать «Не обзор». Здесь я буду делиться с вами некоторыми своими соображениями касаемо блюза, губной гармошки, о чем-то рассуждать, говорить, потому что в наш век, перегруженный информацией, хочется чего-то спокойного, душевного и простого. В нашей местности отступили морозы, сегодня светило солнце. В общем, уже ожидание весны, хочется просто поговорить. Я здесь на Авито видел объявление, продаются гармошки в хорошем качестве, и написано «из коллекции, неигранные». Связался с продавцом, и оказалось действительно, человек продает коллекцию своего отца, и отец его никогда не играл на губных гармошках, а только коллекционировал их для красоты. Там разные модели, и дешевые, и дорогие, но все они имели для него не музыкальную ценность, а чисто эстетическую. Согласитесь, для того, кто играет, это странно. С другой стороны, есть же коллекции машин, на которых не ездят, коллекция вин, которые не пьют, даже коллекции сыров, которые не едят. И вот так размышляя, я вдруг понял, что у меня тоже есть такие вещи. У меня действительно есть гармошки, на которых я не играю, микрофоны, которыми я не пользуюсь, комбики, которые просто для красоты. Много из этого я уже продал, подарил, раздал, но тем не менее рабочих гармошек у меня не так много, микрофонов тоже не так много, и всего 2 комбаря, на которых я реально играю. То же самое с педалями. Вот поэтому сегодня я и хочу вам рассказать про одну такую, получается, коллекционную вещь, хотя я не коллекционер, которая у меня появилась. Расскажу немножко историю, и что я обо всем этом думаю. А рассказать я хочу сегодня вот о таком наборе гармошек Stag. Посмотрите, какой замечательный чехол. Он прочный, надпись вышита, двойная молния. Внутри у нас 7 основных тональностей. До, ре, ми, фа, соль, ля и си бемоль. Понятно, что фа высокая, соль низкая, но тем не менее. Чехол с фиксатором, весь из такого искусственного бархата. В общем, смотрится все это очень приятно. Сами гармошки стандартно выглядят. Про звук поговорим отдельно. Играл я вначале на си бемоль. Сейчас дальше поиграю на всех. То есть чисто визуально, тактильно, эстетически очень приятная вещь. Я специально показал поближе, чтобы было понятно, о чем я говорю. И теперь хочу рассказать историю, как у меня этот набор появился. Все мы прекрасно знаем о качестве этих гармошек. И даже начинающим я бы такие гармошки не рекомендовал. Это все равно, что учиться кататься на сломанном велосипеде, у которого слетает цепь. На Авито где-то в прошлом году лазю и вижу, продается этот набор. И цена у него 1500 рублей, по-моему, так мы сторговались в итоге. Была подороже, я всегда торгуюсь на Авито. Я пишу, почему такая цена, думаю, может они там сломанные, может быть еще что-то. А он мне пишет, что я
Играю на губных гармошках, мне нравится. И вот жена сделала подарок. То есть женщина выбирала по внешнему виду. Заказала и абсолютно новый набор, неигранный, подарила мужу, и так он у него неигранный лежал. И он тоже, зная о качестве этих гармох, решил его продать. Нельзя было упускать такой шанс. Вот, и таким образом у меня оказался этот набор. Вот он у меня лежит, я, конечно, в нем не играю, но если появится желание или необходимость, я легко сыграю на любой тональности, и звучать, в принципе, будет нормально. Вот вначале я играл, и, в микрофон, конечно, звук так немножко обработанный, вот, но, тем не менее, звучит. Ну что же, друзья, предлагаю оценить качество этих гармох. Сразу предупрежу, что звук будет не самый качественный и лучший. Я, конечно, там его почищу от шумов. Мы с вами знаем, что это за гармохи. Предлагаю начать по порядку. Вот тональность до. Сейчас что-нибудь сыграю. Нормально. Глухо, да, глухо. Где-то там пыхтит, да. Ну и что? Играет же. Вполне себе. Не игрушка там, не какая-то китайская погремушка, да, все-таки, музыкальный инструмент. Так, ре, ми. Понятно, давайте попробуем высокую фа. Фа-гармоха. Такая, да, писклявая, прикольная. И в микрофон она и в перегруз будет отлично звучать. Так, ля. Берем ля. То есть вниз. Нормально. Даже приятно. Так она каким-то таким сиповатым, каким-то отдает баском. Так, давайте еще соль возьмем. Я предлагаю соль сравнить с соль блюз-харп. Соль. Ой. Соль. Играем стак, потом играем блюз-харп. Постараюсь одинаково сыграть какую-то тему такую. Сейчас что-нибудь затяну. Так, пока не делаем выводов. Играем то же самое на блюз-харпе.
Ну, понятно, разница есть. Разница, ну, такая ощутимая. Но если мы сыграем в микрофон, и слушать нас будет непритязательная публика, то вот с таким набором, вот с таким можно смело выступать, собирать бары, залы и стадионы. Но это я уже, конечно, загнул. Ну, на этом наш сегодняшний необзор заканчивается. Такой формат простого общения мне очень близок, нравится. В следующий раз поговорим о чем-нибудь другом в рамках необзора. Ну, делая выводы о сегодняшнем разговоре, я думаю, нет ничего зазорного в том, чтобы купить себе вещь просто потому, что она понравилась. Просто потому, что от нее хорошо, душевно, приятно. Этот набор «Стак Гармох» я, возможно, продам на Авито. Не за 1500, конечно, нет, тут будет все подороже. Какой-то гармошечный барыга. Давайте прощаться, друзья. Всем желаю не грустить и не хандрить зимой. Всем желаю время потратить на музыку, на чтение, на спорт, на развитие себя, на приятное общение с друзьями, с родными, с близкими. И, конечно, всем желаю вот таких добрых, спокойных, теплых зимних вечеров. Ну а самое главное — здоровья.